Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале корпорация Зеленая планета. И сегодня я хочу вам рассказать более подробно о строительстве своей теплицы. Итак, поехали. Вот такую вот теплицу я приобрел. Теплица оцинкованная, шириной 11,5 метров, высотой 4,50 в коньке, длина 32 метра. Вот таким вот она собирается. Фундамент свайный, свайно-винтовой. Сваи вкручиваются в землю 60 сантиметров и где-то около метра в земле. Ворота 2,50 с двух сторон. Сверху ворот будут форточки. Вот такие вот. Расстояние между сваями 1,60 м. Усиление вот такое вот идет в начале, на первой ферме. Первая, вторая ферма. Идет вот такие вот усиления. Посередине тоже. И в конце. Но я попросил еще, хотя она и так уже стоит очень надежно, но я попросил еще добавить 2 усиления. Ну, на всякий случай, мало ли, зима снежная или еще что-нибудь, чтобы уже наверняка. Далее она идет сверху полностью по длине в 3 местах. Обвязка такая вот. Тут и посередине. Снизу получается тоже вот здесь и чуть ниже. Пленка будет крепиться на профиля, зигзаг профиль он так называемый. Сюда пленка закладывается и пружина зигзагообразная открывается. На фермы натянуты вот такой вот, как бы поролоновый или какой-то. Ну, это такое для труб. Трубы в него одеваются. Утеплитель для труб натянуто на ферму для того, чтобы пленка меньше как бы елозила по металлу, и тем самым она будет меньше подвергаться там какой-то механическому трению, будет появляться, чтобы не появлялись микротрещины. Более дольше прослужит, я думаю. Ну, мне вот посоветовали, говорят, зачем на металл сразу, если вот можно вот так вот сделать. Я с ними, в принципе, согласен, да. Вот. С другой стороны, тоже ворота 2,50, тоже форточка. Теплица большая, объем воздуха здесь будет огромный. Теплицу хочу сделать зимнюю, то есть выращивать культуру в ней зимой тоже. Для этого будет установлен котел, будет сделано отопление. Вот. Ну, до этого еще далеко. Обязательно потом сниму видео, какой котел, как отопление, каким образом. Покрытие будет двухслойная пленка с наддувом, израильская. И снизу
чтобы не было конденсата. Еще, наверное, будет натянут спа-бонд. Ну, хотя, когда пленка с наддувом двухслойная, то конденсат и хорошее отопление, то конденсата минимально. И практически его нет, поэтому все в процессе будет делаться, смотреться, как оно себя поведет. И в процессе уже буду думать. Вот. Я начал уже потихонечку вспахивать участок. Вот. Тут была клубника когда-то, но тут все уже заросло настолько, что можно сказать, такая мини-целина. И у меня дисков нету, и приходится вспахивать, ну, как бы ворочать землю сначала поверхностно, чтобы как бы немножко снять этот дёрт, а потом уже по второму разу иду плугом, уже глубоко вспахиваю. Вот так вот у меня получается. Если кто не знает, то никогда в жизни у меня не было трактора. И это первый раз в жизни я пашу. Вообще первый раз в жизни сижу за рулем трактора. И вот так вот у меня получается ложить, я считаю, для первого раза вполне достойно. Хотя, может это мне так кажется. Но я думаю, для первого раза очень даже ничего. Так вот, не было времени, не было у меня, не было помощника, чтобы снять, как я произвожу вспашку, но в будущем постараюсь показать. Вот оставил вот этот вот кусочек такой мини-целины, скажем так. Хочу снять на видео, как справляется мой трактор с этим. Вот вернемся к теплице. Если эта теплица покажет себя достойно, то я планирую на следующий год купить еще такую же и в будущем заставить вот этот вот участок теплицами. Этот участок 70 соток, то есть 0,7 гектара. Да, почти. А нет, я вас обманываю, дорогие друзья. Этот участок 0,5 и 25 там, где баня. То есть это 50 соток, полгектара этот участок. Вот, планирую в будущем построить, если эта теплица покажет себя достойно, этой осенью, этой зимой, потому что я запускать ее буду не раньше осени, потому что много работ надо произвести. Я хочу сделать все правильно, не спеша, чтобы потом уже зимой не переделывать. Вот. Теплица будет с боковым проветриванием. Вот здесь будут стоять такие блочки и трубы. Это труба по всей длине. На ней намотана пленка и будет открываться, получается, на сколько тут? Где-то на метр такое вот окошко. Вот. С двух сторон будет проветривание. Но когда уже будет в сборе, я вам покажу. Сейчас идет потихонечку процесс сборки. Еще здесь поперечные будут, на торцах будут поперечные еще вот такие вот устанавливаться. Вот. Теплица держится надежно. Теплица держится надежно. Я шатаю, она. Посмотрим. Вот у нас тут были ветра такие большие. Ее
не раскачивало. Смотрел, но это пока без пленки. Вот, пленка натянется. Посмотрим. Но я навел такие небольшие справочки у этой компании, в которой я покупал теплицы. Заказывают теплицы-цветочники. И я вот вышел на одного из них. У него уже 5-й год. Эта теплица выращивает цветы в ней. Точно такая же. Все идентично. Как и у меня. Размеры. Все полностью выращивает цветы. И никаких проблем зимой. Ну, вообще, ветра. Все стоит. Все замечательно. Поэтому, как бы, если понравится мне все, то я продолжу работать с этой компанией и буду доставлять теплицы вот на этом вот участке. Вот. Выращивать я планирую, ну, скорее всего, попробую с овощей. С овощей такой в осенне-зимний период. Вот. Возможно, потом перейду на цветы. Но это еще как бы в планах. Это все еще пока как бы думаю, изучаю рынок наш местный, изучаю спрос на ту или иную продукцию. Вот. Разговариваю уже с оптовиками. Уже на стадии строительства теплицы уже начинаю искать сбыт той или иной продукции, потому что построить это хорошо, теплица хорошо, все замечательно, вы засадитесь, а если не будет сбыта, получается, что делать с этой продукцией непонятно. Поэтому я уже на стадии строительства теплицы, хотя еще продукции как таковой нет, еще как бы не знаю, что будет именно здесь расти, но я уже выхожу на оптовиков на местном рынке, выхожу на оптовиков на минском рынке, то есть уже звоню, разговариваю, обговариваю, говорю, что вот так и так, есть теплица, будет предположительно такие-то овощи, можно ли будет с вами как-то сотрудничать. Цены, естественно, никто никогда не скажет, потому что цены меняются каждый день. Вот. Заинтересованность у людей есть. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, с этим проблем с избытом не будет. Вот. Контакты оставляют, контакты берут, заинтересованность есть. Встречаюсь лично с ними. Не только по телефону разговариваю. Все-таки я думаю, вернее не думаю, я считаю, что личный контакт с глазу на глаз намного лучше происходит диалог, чем по телефону. Я когда работал в Польше в компании, я тоже старался ездить в командировки и договариваться с другими компаниями при личной встрече. Все-таки они по телефону. Так как-то происходит более, как же правильно сказать, ну, когда зрительный контакт с человеком, и ты его видишь, и видишь его поведение, как бы можно сказать, манеру разговора, ты сразу понимаешь, заинтересован ли человек в твоих услугах или нет. Или просто по телефону как бы это по голосу особо я не могу определить. А вот когда при личной встрече по поведению человека я уже более-менее понимаю, заинтересован ли человек в моих услугах или нет. Так вот, если вы решите заниматься или занимаетесь чем-то подобным, сельским хозяйством, ну это лично мое мнение, или там совет, можно сказать, или мнение. Прежде чем начать что-то выращивать, изучите рынок, найдите покупателя еще не посадив продукцию. Потому что когда вы высадитесь
продукция начнет зареть, созревать, и у вас будет огромный объем, ее надо уже будет реализовывать. И вы не будете знать, куда ее деть. Если сами продавать на рынке, это время, а продукции много, ну, будет тяжело очень. Поэтому лучше искать покупателей уже на стадии посадки продукции, либо строительства теплицы. Вот. На этом поле, которое я начинаю обрабатывать, будет высажена клубника под пленку с капельным поливом ранних сортов. Ну, еще тоже пока на стадии договора или договоров с компаниями, вернее, с фермерами, которые производят рассаду клубники. Итак, дорогие друзья, буду заканчивать на этом свой мини-обзор о такой вот тепличке. Повторюсь еще раз, спрашивайте, если что-то интересно. Обязательно всем отвечу. Так, дорогие друзья, вы были на канале корпорации «Зеленая планета». Мира всем, любви, добра, удачи, позитива. Да пребудет с нами сила Земли. Пока.